Экстремальные события захлестнули планету. Сильные пожары в Крыму и в Ростовской области, наводнение в индийском Хайдарабаде, разрушительный торнадо в штате Юта, а также сильный град в Китае и смерчи в Италии и Хорватии. Это лишь часть событий, которые произошли за последние сутки на нашей планете. Подробности в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! В поселке городского типа Орджоникидзе в Крыму продолжается тушение крупного природного пожара, который начался 14 сентября на открытой территории у поворота на поселок Коктебель. Изначально площадь оценивалась в 6 гектаров, но под влиянием порывистого ветра и труднодоступной холмистой местности огонь быстро распространился. К вечеру 14 сентября площадь выросла в 3,5 раза, до 20 гектаров, а за ночь, к утру 15 числа, достигла 80 гектаров. Пламя прошло по степным и лесным участкам, но не перекинулось на населенные пункты или трассу Феодосия-Коктебель. Сразу после поступления сигнала к месту направили силы МЧС. В операции задействовали аэромобильную группировку для тушения с воздуха, наземные бригады, бульдозеры для создания противопожарных барьеров и водовоза. В общей сложности на месте происшествия работает более 400 человек и 91 единицы техники. В воскресенье в Норильске выпал первый снег, отметив начало осени резким похолоданием. Для жителей Заполярья снег не редкость, но в этом году снегопад пришел на неделю раньше, чем в прошлом. Синоптики Таймырского центра по гидрометеорологии предупреждали о возможном первом снеге еще в начале недели. Местные СМИ сообщают, что снегопад прошел в первой половине дня, но снег надолго не задержался, растаял, создав на дорогах кашу из воды и снега. На дорогах Норильск-Алыколь движение не перекрывали, аэропорт работал без задержек. Причиной выпадения снега, по словам синоптиков, стало противоборство на Таймыре двух мощных барических вихрей, которое закончилось победой арктического циклона. В Азовском районе Ростовской области вспыхнул крупный ландшафтный пожар на северной окраине села Кулешовка. Возгорание сухой травы и камыша быстро распространилось под влиянием сильного ветра, достигнув площади в 1500 квадратных метров и приблизившись вплотную к частному сектору и поселку. К месту происшествия МЧС направила изначально 16 человек личного состава и 4 автоцистерны. По мере развития ситуации пожарная группировка была усилена до 40 пожарных и 15 единиц специальной техники. В 16 часов 5 минут огонь локализовали на площади 1500 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали к 22 часам 4 минутам. В общей сложности операция длилась около 10 часов. В результате пожара пострадала баня на улице Береговой. Из-за ограниченной видимости на время перекрывалось движение на участке трассы Ростов-Азов с 1 по 17 километр. Транспорт перенаправляли через хутор Кулешовка по старой дороге. По данным МЧС, в юго-восточных, местами в северо-восточных, северо-западных, центральных районах области и в Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и происшествий, связанных с природными пожарами и засухой. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В субботу в густонаселенном районе Истапалапа, в столице Мексики, грузовик, перевозивший безалкогольные напитки, провалился задней частью в внезапно образовавшийся провал в земле. Кабина какое-то время оставалась на поверхности, позволив водителю быстро выбраться. Чуть позже автомобиль провалился еще глубже, встав вертикально. Спасательные команды прибыли на место в течение 30 минут, оцепив зону происшествия. Извлечение осложнялось весом грузовика и риском дальнейшего обвала. Операция по извлечению грузовика заняла более 12 часов, на это время проезд был закрыт. Водитель отделался ушибами и шоком, отказавшись от госпитализации. Город на бывшем озере Тескока с глинистым и карстовым грунтом подвержен обвалам,
Вода постепенно вымывает известняк, а старые изношенные трубы лишь усугубляют проблему. В воскресенье в северо-восточной Индии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Согласно данным Национального центра сейсмологии Индии, землетрясение произошло в 16 часов 41 минута по индийскому стандартному времени. Эпицентр находился в 16 километров от Дикиаджули, на глубине около 5 километров. Толчки ощущались на значительном расстоянии. В Гувахати интенсивность достигла 5-6 баллов по шкале Меркалли, вызвав колебания зданий и панику. Также толчки ощущали в Теспуре, Шиллонге и Дхубри. Ощутили землетрясение в Дакке, в Бангладеше, на расстоянии около 300 километров. В 18 часов 11 минут в том же районе произошел афтершок магнитудой 2,7. В Теспуре, ближайшем крупном городе к эпицентру, повреждены несколько домов, в отдельных зданиях треснули стены и окна. По предварительным отчетам, пострадали 2 человека, а они получили легкие травмы от падающих предметов. Ассам и прилегающие штаты относятся к самой опасной зоне по сейсмической карте Индии из-за близости к Гималаям и тектоническим разломам. Эксперты предупреждают о возможных афтершоках в ближайшие дни. В воскресенье мощный ливень обрушился на старый город Хайдарабад, вызвав хаос на улицах и затопив несколько низинных районов. По данным Индийского метеорологического департамента, ливень начался вечером и продолжался более 2 часов. За это время выпало от 50 до 70 мм осадков в старом городе. Ситуация осложнилась узкими улочками и старыми ливневыми системами, которые не выдержали такого количества осадков. Движение на ключевых артериях было полностью остановлено, в низинах образовались озера глубиной до 1 метра. Пробки растянулись на километры, вода проникла в жилые кварталы у реки Муси, заставив несколько семей эвакуироваться. Из-за риска поражением током электроснабжения в некоторых зонах было отключено. Школы 15 сентября перешли на удаленный режим работы. Индийский метеорологический департамент продлил оранжевый погодный уровень предупреждения до 16 сентября, прогнозируя еще от 20 до 40 мм осадков. Грозы с молниями и ветром продолжатся, жители низин должны быть бдительны, заявили метеорологи. В субботу в юго-восточной части штата Юта 2 торнадо пронеслись по территории округа Сан-Хуан, вызвав значительные разрушения. Хотя в штате торнадо фиксируются в среднем всего 2-3 раза в год, и в основном летом, это событие стало одним из самых разрушительных в истории района. Торнадо затронули районы Макрекин-Меса и Кахон-Меса, где в это время бушевали грозы с градом и сильными порывами ветра. По предварительным данным, торнадо полностью уничтожили 3 дома недалеко от Монтезума-Крик. Кроме того, пострадали несколько трейлеров, сарай для сена и было повалено множество электрических столбов, что привело к отключению света в районе. Очевидцы сообщают о повреждениях крыш, автомобилей и деревьев. Жертв среди людей нет, но пропали несколько домашних животных и скот. Все пострадавшие были размещены в отелях. Экстренная служба ликвидирует последствия стихии, ведется разбор завалов и восстанавливается электроснабжение в пострадавших районах. Два летчика погибли во время авиашоу в Аргентине. ЧП произошло на аэродроме города Бельвиль в провинции Кордова. По предварительным данным, во время выполнения трюка самолет ударился о взлетную полосу и загорелся. Причина крушения на данный момент официально не установлена. Национальная служба гражданской авиации инициировала расследование инцидента. Вечером 13 сентября жители центральной и южной части Аргентины наблюдали в небе яркий метеор, который пронесся над провинцией Ла-Пампа. По данным Центра исследований околоземных объектов НАСА,
болид был зафиксирован в 19 часов 26 минут по местному времени. Объект вошел в атмосферу на высоте около 22,8 км в центральной части провинции Ла-Пампа. Эксперты из аргентинской сети мониторинга метеоров подчеркивают, что, по всей видимости, болид разрушился и полностью сгорел в атмосфере. В воскресенье над Адриатическим морем, у берегов острова Лошень, в Хорватии пронесся водяной смерч. По данным Хорватского метеорологического института, он образовался в условиях мощной грозы, которая прошла над Кварнерским архипелагом. Эпицентр явления находился примерно в 5-7 километрах к северо-западу от Мали-Лошиня, недалеко от острова Сусак. Вихрь развился из супер-ячейкового шторма, сопровождавшегося порывистым ветром до 60-70 км в час и ливневыми осадками. Длительность явления составила около 10-15 минут, после чего смерч рассеялся над морем. Северо-восток Китая столкнулся с мощным градом, который обрушился на несколько округов провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Гигантские градины размером до 5-7 см повредили урожай, автомобили и дома, а также вызвали локальные перебои в электроснабжении. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, но ущерб оценивается как значительный. В городах, таких как Муданьцзян, повреждены крыши домов, повреждены сотни автомобилей. В Суйфэне обесточены несколько деревень из-за поваленных линий электропередач. В округах Цицикара и Тунцзяна пострадали тысячи гектаров посевов, соя, кукуруза и овощи уничтожены на 30-50%. В муниципалитете Сан-Анхель в колумбийском департаменте Магдалена пронесся торнадо по открытой местности, где устанавливали постройки для ежегодного фестиваля. Конструкции, предназначенные для зрелищных событий с участием животных, были сметены за считанные минуты, деревянные заборы разлетелись в щепки, металлические опоры погнулись, а навесы сорвало с мест креплений. По данным Института гидрологии, метеорологии и экологических исследований Колумбии, торнадо сформировался в условиях сильной грозы с порывистым ветром до 80-100 км в час. Торнадо длился около 5-7 минут и рассеялся, не затронув жилые дома или инфраструктуру. Однако ветер повредил часть посевов в окрестностях. Основной удар пришелся на арены, которые были полностью разрушены. По предварительным данным, пострадали только временные постройки, жилые здания и транспорт остались целы. Животные, около 20 быков и лошадей, также остались невредимы. Вулкан Семеру, самый высокий на острове Ява, вновь проявил активность, выбросив столб вулканического пепла. По данным поста наблюдения за вулканом Семеру и Центра вулканологии, столб выброшенного пепла поднялся на 700 метров над кратером и шлейф протянулся на север. Приборы зафиксировали амплитуду толчков 13-22 мм. В течение суток на вулкане было зарегистрировано 44 вулканических землетрясения, что указывает на продолжающуюся активность. Стоит отметить, что с 1 января 2025 года Магма Индонесия зафиксировала 6088 вулканических событий по всей стране, из которых 2439 приходится на Семеру, это больше, чем на любой другой вулкан. В последние недели его активность возросла. За неделю до 14 сентября вулкан извергался более 20 раз, выбрасывая пепел на высоту до 1000 метров над кратером. В субботу над Лигурийским морем у побережья Варацци, популярного курорта в итальянской провинции Савона, был замечен водяной смерч. По данным Итальянского национального института метеорологии и климатологии, водяной смерч образовался во время мощного шторма, охватившего Лигурийскую ривьеру. Вихрь развился из кучевого дождевого облака с сильной ротацией, под влиянием теплого моря и холодного фронта с севера. Вихрь прошел параллельно побережью от Варацци в сторону Сестри-Леванте. Просуществовал он от 8 до 10 минут, а затем рассеялся.
Система оперативного прогнозирования внетропических нагонов и приливов ранее выдала желтый уровень погодного предупреждения для Лигурии о возможных грозах, но конкретно о смерче не сообщалось. Аналогичные явления в Италии фиксируются около 25 раз в год, преимущественно в конце лета и осенью. В поселке Путилково Красногорского района Московской области вспыхнул пожар на строящейся многоуровневой автомобильной парковке, расположенной на Сходнинской улице. Возгорание произошло около 11 часов, охватив значительную часть объекта и сопровождаясь густым черным дымом. По предварительным данным экстренных служб, причиной ЧП стало возгорание битума или рубероида во время строительных работ, что привело к быстрому распространению огня по горючим материалам. На место происшествия незамедлительно прибыли 5 пожарных расчетов, которые за час локализовали и полностью ликвидировали открытое горение, предотвратив дальнейшее распространение пламени. Пострадавших среди населения нет. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь, и до встречи завтра в новом выпуске.